Бюджетный Wi-Fi роутер с поддержкой Wi-Fi 7 серии, 4-ядерным процессором Qualcomm на 1,1 ГГц, 4 внешними антеннами с высоким коэффициентом усиления, поддержкой MLO, технологией Mesh, скоростью беспроводной связи до 3600 мегабит в секунду, 2,5G сетевым портом высокого класса, и это только небольшая часть того, что можно прочесть в рекламе к роутеру под названием Xiaomi Router BE3620 2,5G. К слову, у меня, наверное, все роутеры Xiaomi-шные с разной степенью крутости, а этот очень часто на распродажах. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в серой коробке из плотного картона. На ней есть изображение, название и краткие характеристики модели. Коробка пришла слегка помятая, но само устройство целое. Упаковка неплохая, в комплекте мы имеем сам роутер, краткое руководство пользователя, не особо длинный патч-корд и блок питания 12 вольт 1,5 ампера. Вес роутера 351 грамма, габариты 220 на 210 на 41 миллиметр. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, я разыгрываю ежемесячно по смартфону Poco X6 Pro. Условия просты. Подписаться на канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. Можно через пробелы, можно русским языком. И подписаться на телеграм-канал скидок. Вы автоматически будете в розыгрыше. Еще Poco F6 Pro разыгрывается в конце этого месяца. Условия в стриме по презентации. Если победите, я вам напишу, присутствовать на стримах не обязательно с розыгрышами. Приобрести данную модель можно только в белой расцветке. Во всяком случае, в продаже я встретил только ее. Дизайн роутера минималистичный, и выглядит он довольно привлекательно. Данная модель позиционируется как самый дешевый роутер от компании Xiaomi с поддержкой Wi-Fi 7 серии. Стоит он и вправду немного. Корпус устройства выполнен из матового пластика, собрана модель хорошо, на корпусе можно обнаружить надпись Xiaomi, LED-индикатор, 4 несменные антенны с усилителями сигнала, плюс их нет возможности отрегулировать. На одной из антенн есть надпись Wi-Fi 7 серии, на нижней части есть краткая информация и ножки, но они не прорезинены. С тыльной части расположили разъем для зарядки 4 на 1,7 мм, далее есть кнопка Reset, кнопка включения технологии Mesh, 3 WAN LAN разъема 10, 100 и 1000 мегабит в секунду и 1 WAN 2.5 на 10, 100, 1000 и 2500 мегабит в секунду. Дополнительного охлаждения нет, тепло рассеивается естественным путем, а также с тыльной части снизу и наверху есть отверстия для лучшего теплоотведения. Перейдем к характеристикам. Процессор здесь установлен 4-ядерный Qualcomm на 1,1 ГГц. Оперативная память на 256 мегабайт, пропускная способность беспроводной сети до 3600 мегабит в секунду. Но по факту это не так. В идеале мы получаем 2800 мегабит в секунду, что опять же нормально. Модуляция 4096 QAM, MRU, MLO. Есть поддержка IoT, технологии OFDMA, 2,5-4G Wi-Fi, 2 на 2 максимум в теории 688 мегабит в секунду, и для 5G Wi-Fi 4 на 4 максимум 2882 мегабита в секунду. 6 ГГц и 320 МГц отсутствуют, что для роутеров, предназначенных для китайского рынка, вполне стандартно. По каналам для 2,4 ГГц от 1 до 13 канала, для 5 ГГц от 36 до 165 канала. Плюсом можно подключить до 10 маршрутизаторов Xiaomi или Redmi, но только на последних обновлениях и с поддержкой Wi-Fi 6 или 7. Настроить роутер можно через сервис MyWi-Fi. Также данная модель поддерживает приложение Home. В настройках роутера можно найти такие функции, как режим совместимости с Wi-Fi 5, режим энергосбережения, многодиапазонный Wi-Fi в одном, IPv6, VPN, настройка портов, включение игрового порта, настройка безопасности, локальные сети, обновление прошивки и так далее. В приложении Home есть возможность установить семейную защиту, защиту от взлома, таймер для отключения, установить ограничение скорости и не только. По стабильности связи и скорости в домашнем сценарии использования проблем лично у меня не было. В сравнении с Xiaomi Redmi Gaming Router AX5420, который выдает с 5 ГГц на загрузку 456 мегабит в секунду и на скачивание 890 мегабит в секунду, BE3620 дает 726 мегабит в секунду и на скачивание 813 мегабит в секунду в гигабитной сетке. С 2,4 ГГц Xiaomi Redmi Gaming Router AX5420 на загрузку 154 мегабита в секунду и на скачивание 211 мегабит в секунду. BE3620 выдает на загрузку 251 мегабит в секунду и на скачивание 196 мегабит в секунду. Отмечу, что роутер Redmi не со стоковыми настройками на каналах, которые могут выдавать меньше
скорости, но они более стабильны. Если выставить стоковые настройки, то будет выдавать плюс-минус такие же результаты, но из-за расположения скорость часто будет падать. У Xiaomi со стоковыми настройками все довольно стабильно, но при этом покрытие меньше, чем у игрового роутера Redmi, что очевидно. Минусы. Статичные антенны, как по мне, для большинства помещений одного такого роутера будет мало, но хорошо, что есть технология Mesh. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Сейчас, скорее всего, когда вы смотрите, идет сейл, и этот роутер и правда безумно выгодно стоит. Мне кажется, уже по цене коробки и пластика продают. Резюмирую. Xiaomi роутер BE3620 2.5G отличный дешевый роутер с обширным функционалом, учитывая стоимость, наличием технологии Mesh и MLO. От меня девайсу однозначное да. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.